В этом выпуске мы рассмотрим обновление мультимедийной системы для всех моделей автомобилей, выпускаемой компанией BYD, включая также модели ее дочерних компаний, таких как Denza, например N7, D9 и Fanqingbao, в которой уже есть модель Leopard 5 и другие. Этот процесс несложный, и я покажу вам, как это делать шаг за шагом, и в результате вы будете пускать салют, но не вот так, а вот так. В этом выпуске я обновлю Sunplus Berest, Sunplus Чемпиона и красавца Хана, а вы в итоге сделаете обновление своего автомобиля. А если у вас будут вопросы, задавайте их в комментариях. Подпишись на канал, оставь любой комментарий под видео и поставь лайк. А если будет желание, можешь поддержать меня на сервисе Buy Me Coffee. Итак, давайте начинать. Первое, что надо сделать, определить текущую версию прошивки автомобиля. На запущенной машине заходим в настройки. Если у вас интерфейс D-Link 3, открываем вкладку D-Link, тут в Version Management нажимаем чек напротив Media Details. А если у вас интерфейс D-Link 4, заходим в D-Link, потом в Version Management нажимаем чек напротив Media Details. Но если у вас D-Link 5 или 6, то принцип такой же, не потеряетесь. Во всех случаях открывается подобное окошко. Сразу сфотографируйте его. Тут есть важная информация, которая вам понадобится позже. Важно определить номер чипсета и версию D-Link. Строка System Version, первые цифры до точки – это номер чипсета. Далее указаны даты прошивки. Остальные цифры вам уже не важны. Не засоряем мозг. На сегодняшний день информация по чипсетам выглядит так. Если вы видите цифру 21, значит у вас D-Link 4 и 21 чипсет. В моем случае у меня Sunplus Derestyle 15 чипсет D-Link 3. И кстати, интересная информация, Sunplus Чемпион все комплектации вплоть до Flagship это 18 чипсет и соответственно D-Link 3. А вот Flagship Plus это уже 21 чипсет и D-Link 4. Основную информацию мы разобрали. Вы знаете, какой у вас чипсет и какая дата прошивки. Открываем ваш компьютер и сразу открываем браузер. Переходим по адресу, который вы видите на экране. А у меня ссылка не открывается. Тогда используй VPN. Видим тут форму входа. В поле пишем маленькими буквами BYD, нажимаем стрелку, снова пишем BYD и нажимаем кнопку. Вот мы попали на сервер. Слева нажимаем на папку File Station, заходим в нее. Затем переходим в папку со сложным названием Firmware D-Link. Тут можете сразу скачать D-Link Upgrade Assistant. Загрузите на телефон и установите. Оно генерирует код. Приложение вам может понадобиться, а может и нет. Видим папки By the List и By Model Cars. Папки By Model Cars прошивки распределены по моделям автомобилей, но в них попадаются ошибки. И бывает, что нет последней версии прошивки. Вот я в папке Sunplus Чемпиона, но тут нет всех файлов и наблюдаем 15 чипсет, которого нет у Чемпиона. И подобные проблемы наблюдаются по другим моделям. Вероятно, когда-то владелец сервера это исправит, а может и нет. Поэтому вернемся обратно в Firmware D-Link. И рекомендую использовать папку By the List. Тут мы можем наблюдать папки с названием разных версий D-Link. Самое время открыть фотографию, которую вы делали ранее. Смотрим, какая у вас версия, и открываем правильную папку. Вот, например, допустим, я хочу обновить Sunplus комплектации Flagship Plus. У него D-Link 4 с 21 чипсетом. Заходим в D4, а затем 21 чипсет. Здесь кликаем и сортируем по дате загрузки на сервер. Смотрим на дату вот сюда и проверяем, чтобы она была новее нашей. Скачиваем, два раза кликаем на файл или нажимаем правую кнопку мыши и жмем скачать. Вот собственно и все. Почти. Уделите внимание дате прошивки, чтобы период обновления не превышал год. Вот на примере Sunplus Derestyle я покажу, чтобы было понятнее. Отсортирую файлы по дате загрузки на сервер. У меня прошивка за сентябрь 2022 года. Последняя на сегодня прошивка за декабрь 2023 года. Соответственно, превышен период в год. Тогда мне надо сначала обновиться, допустим, на прошивку за июль 2023 года, а потом уже перейти на декабрь 2023 года. Это поможет избежать проблем, возникающих при обновлении с сильно устаревших версий на последние прошивки программного обеспечения. А если я хочу перейти на D-Link 4? Открываю папку 4.0,
Последняя на сегодня за июль 2023 года. Она мне подойдет сразу, так как разница между текущей всего 10 месяцев. Главное помните, не превышать период между прошивками в 1 год. И как вы уже заметили, тут есть прошивки для D-Link 5 и D-Link 6, а позже будут и другие. А это значит, что вы сможете скачать тут же обновления для Denzen 7, Songa L, Leopard 5 и других. И что интересно, для них подходит одна и та же прошивка, так как они на одном чипсете. Итак, вы скачали прошивку. Что дальше? Теперь вам необходим флеш-накопитель емкостью не более 32 ГБ. Можно использовать USB 3.0, и неважно, какая файловая система будет выбрана, будь то FAT32, NTFS или exFAT. Я проверял все варианты, и они работают. Откройте вашу флешку, очищать ее не обязательно, главное, чтобы на ней было достаточно свободного места для самого файла прошивки. Зайдите по адресу, который вы видите на экране, он также будет в описании. Тут положил файлик для генерации кода, чтобы не лезть за ним на сервер. Но вам необходимо сейчас скачать этот архив. Распакуйте содержимое в корень вашего флеш-накопителя. Затем зайдите в BYD Update Package, потом в MSM8953 и сюда скопируйте файл прошивки. Теперь необходимо переименовать прошивку. Копируем название этого файла и меняем название архива скопированным именем. У вас должно получиться так, как у меня на экране. Но вы можете не скачивать мой архив и самостоятельно создать папки, как вы увидели на экране. Главное, соблюдайте регистр. Вот теперь все подготовительные работы окончены. Идем в автомобиль, запускаем его, затем вставляем флеш-накопитель в порт, обозначенный соответствующей иконкой. Этот порт предназначен исключительно для обновления системы. В различных автомобилях он может находиться в разных местах, возможно внизу под консолью или подлокотнике. Вставили и подождите. Автомобиль автоматически запустит процесс обновления. Сейчас я обновляю свой DoRest Song Plus с D-Link 3.0 на интерфейс D-Link 4. По времени в среднем 15 минут. Бывает быстрее, бывает дольше. Планшет перезагружается и видим U-Disk Upgrade Success. Это свидетельствует о том, что обновление системы пошло успешно. Поздравляю вас! Теперь давайте вместе разбираться, что изменилось. Обычно прошивки решают проблемы или устраняют ошибки в работе автомобиля, хотя иногда процесс может быть обратным. Поделитесь, какие проблемы были исправлены после обновления системы на вашем автомобиле. Если подождать некоторое время, появится уведомление о возможности нового обновления. Однако система сообщит, что у вас уже установлена такая же версия, как и на флеш-накопителе. Это уведомление будет появляться постоянно, пока вы не извлечете флешку с прошивкой. Теперь сделаю обновление новенького Song Plus Champion. Вставляю флешку с прошивкой, ждем и видим такое. Но где получить этот verification код? Ранее я вас просил скачать файл приложения на телефон. Если не установили его, тогда пришло время это сделать. Запускаем приложение и в поле email вводим последние 6 цифр email планшета, которые вы видите на экране своего автомобиля. Потом нажимаем белую кнопку и в итоге получаем 7 сгенерированных кодов. Вводим по одному коду и нажимаем ОК. На ошибку не обращаем внимания и вводим другие коды, пока не сработает. Вот 4-й подошел и пошло обновление. Кстати, в новых прошивках добавили интересную голосовую команду. Салют в честь удачного исхода обновления или в честь китайского Нового года, но не суть. 放烟花。好嘞，烟花来了。 Все. Это значит удачно, да. Зато красивенькая анимация, да? Очередной раз делаю обновление чемпиона. Но сейчас вы видите, с левой стороны обновляется Song, а с правой Han. Из-за того, что Song Plus Champion в комплектации Flagship Plus и BYD Han Restyle работают на одинаковых чипсетах, я использую всего одну флешку с одной и той же прошивкой за декабрь 2023 года. Удобно, когда в семье несколько автомобилей на одном чипсете. И обратите внимание, что чемпион в этот раз не запросил ввода кода, как я делал ранее. И многие спрашивают, сотрется ли информация при обновлении. Ответ нет, все останется как было, все приложения и тому подобное. И кстати, вы также можете сделать и понижение версии прошивки. Скачиваете более старую прошивку, вставляете флешку и запустится процесс обновления. Если не запускается, тогда делаем принудительную установку. Зажимаем клавишу на руле со стрелкой влево и клавишу громкости на консоли и держим до перезапуска. Учтите, при таком откате могут стереться ваши данные.
На прошивках от 23 октября 2023 года может появиться такое сообщение с QR-кодом. BYD всячески пытается ограничить обновление с флешки. Сразу скажу, дело не в скачанной прошивке, а в той, что вы уже установили. Есть два пути решения установки новой прошивки, но при которых данные на планшете вы потеряете. Первый – это сбросить планшет на заводские установки вот так, и после восстановления уже вставить флешку с новой прошивкой. Либо принудительно обновиться с флешки нажатием клавиши стрелкой влево и кнопки громкости на консоли и держать их до момента перезагрузки и старта обновления. Если вы видите такое окно, тогда выключите автомобиль, достаньте флешку и попробуйте заново. Помните, я говорил, ошибки в системе как решаются, так и добавляются. На Song Чемпионе ранее была проблема, после каждого запуска автомобиля постоянно запускался AVAS. Имитация работы двигателя, сколько бы ее ни выключал. Так вот, с новой прошивкой AVAS сейчас не включается, то есть вообще никак не включить. В том месте, где ранее была настройка, сейчас ее нет. Такая же проблема и на Хане. Вот тут раньше была настройка, а теперь ее уже нет. В Хане появился DiSUS C мод. Можно переключать на спорт и комфорт, но не фиксируются режимы ниже. Как бы ни поставил, всегда остается один тот же режим. К сожалению, DiSUS C работать не будет. Необходимо обновлять конкретный контроллер. А какие еще изменения нашли вы? Напишите в комментариях. Вы задаетесь вопросом, а стоит ли вам обновляться? Если вы используете устаревшую прошивку со старым интерфейсом и вас все устраивает, то автомобиль от этого ездить хуже не станет. Однако, если вам когда-либо потребуется помощь в настройке планшета или вы захотите оказать помощь другим, то проще это будет сделать, когда визуальные системы будут одинаковые. Но помимо этого, при обновлении с флешки обновляется не только интерфейс планшета, а также некоторые важные контроллеры автомобиля. Китайцы говорят, что происходит изменение термоменеджмента батареи, то есть ее логика подогрева и охлаждения. Помимо этого обновляется DSP, а это значит звук становится лучше, обновляются протоколы зарядки и тому подобное. А еще во время обновления по левой части тут может быть надпись примерно такая: будет обновлено 2 контроллера. Ну, в общем, вы поняли. Большинство обновлений контроллеров приходит по воздуху в OTA обновлениях, но некоторые контроллеры необходимо обновлять только на сервисе с помощью оборудования BYD VDS 2100, и все это доступно пока только в Китае. Кстати, китайцы говорят, когда обновляешься инженерным способом, то есть через флешку, чтобы контроллер начал работать правильно, иногда требуется отключить 12-вольтовую батарею на некоторое время. И сразу скажу, DiSUS C не заработает, уже проверял. Также на новых прошивках уже появляется интеллектуальное включение и выключение питания для автомобилей, у которых этого ранее не было. Но снова таки необходимо обновлять электронный блок управления на сервисе. Поэтому пока ваша машина в Китае, просите, чтобы вам обновили все, что возможно, включая контроллеры. И зная эту информацию, скажите, будете ли вы обновлять прошивку? Поделитесь мыслями в комментариях. Какие проблемы могут возникнуть при обновлении? Если вы будете использовать флеш-память более 32 ГБ, машина ее не примет. Специально приобрел 64 гигабайтную флешку, загрузил на нее прошивку, вот вставляю USB-порт и, как видим, ничего не происходит. Машина видит вставленную флешку, но не запускает процесс обновления. Бывает, система NTFS не понравилась и флешка на 32 гигабайта. Попробуйте сначала отформатировать в FAT32, а если не помогло, возможно придется заменить флешку на 16 ГБ и меньше. Кривая прошивка и bootloop. Скачали не ту прошивку или сильно старую, или сильно новую, а возможно архив плохо скачался или скопировался. Во время установки могут быть разные ситуации, а может быть и такое. Идет установка, а потом резко она доходит до 100%. Такого не должно быть. В таких случаях планшет перезагрузится и скажет диск upgrade failed или что-то подобное. А в других случаях произойдет такое. Bootloop. Бесконечная загрузка, и оно так будет делать бесконечно, пока не остановите. В таком случае необходимо запустить процесс отката. Как это сделать? Флешку с прошивкой я вытащил заранее, и в USB порту теперь пусто. Зажимаем кнопку громкости и кнопку со стрелкой влево на руле. И держим, пока не увидите, что система начала показывать признаки жизни. Но сразу скажу, что такой откат может произойти не сразу. У меня получилось с 5-го раза. Планшет постепенно откатывался, пока не смог запуститься. И вот он выдал, что обновиться не удалось, но при этом откатился на состояние до обновления на мою последнюю прошивку. При этом все данные остались целы и ничего не удалилось. Вообще систему убить сложно, защита от дурака присутствует.
Хочу предупредить тех, кто на свежих чипсетах перепаял симку в блоке мультимедиа. На 21-м чипсете после обновления сталкивается с такой ошибкой на приборке Inactive Version и пропадает интернет. При откате проблема уходит. Если перепаивали симку, то о прошивке можно забыть. Кстати, на сервере есть еще файлик Last Update, он обновляется и попадается интересная информация. Иногда заглядывайте в него. Надеюсь, выпуск оказался вам полезен, и теперь вы самостоятельно сможете обновляться и сможете проверять, появилась ли новая прошивка. Подпишись и поставь лайк, ведь впереди еще много интересного.